Доброго времени суток, дорогие зрители! Сегодня мы поговорим об одном из самых загадочных событий в истории человечества – о Тунгусском феномене 1908 года. Это событие, которое до сих пор будоражит умы ученых, исследователей и любителей тайн по всему миру. 30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска в Сибири произошел мощнейший взрыв. Энергия этого взрыва, по разным оценкам, составила от 10 до 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это в 1000 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Но самое интересное не сам взрыв, а то, что произошло после. Почему первая научная экспедиция к месту катастрофы была организована только через 19 лет? Почему советские власти засекретили многие материалы исследований? И что на самом деле упало в сибирской тайге тем роковым летним утром? Давайте вернемся в то утро. 30 июня 1908 года. Обычный день в Центральной Сибири. Местные жители Эвенки занимались своими повседневными делами. Охотились, рыбачили, пасли оленей. Примерно в 7 часов 14 минут по местному времени над тайгой появился ослепительно яркий объект. Свидетели описывали его как огненный шар, летящий по небу с севера на восток. Некоторые говорили, что это был столб огня, другие утверждали, что видели длинный хвост, как у кометы. Объект двигался с невероятной скоростью. Его наблюдали на протяжении нескольких сотен километров. Жители деревень и факторий видели, как по небу несется нечто невероятное, оставляя за собой дымный след. А затем произошел взрыв. Чудовищной силы взрыв, который услышали на расстоянии до 1000 километров. Представьте себе, в Иркутске, который находится в 800 километрах от эпицентра, люди слышали отчетливые раскаты грома. На Транссибирской магистрали остановились поезда. Машинисты думали, что произошло крушение где-то поблизости. Ударная волна обошла земной шар дважды. Ее зарегистрировали барографы в Великобритании, Германии, США. Сейсмические станции в разных частях света зафиксировали колебания почвы, сравнимые с небольшим землетрясением. Но самое страшное происходило в эпицентре. Очевидцы рассказывали ужасающие истории. Семен Семенов, житель фактории Вановара, находившийся в 60 километрах от места взрыва, описывал, как его буквально сбросило с крыльца дома невидимой силой. Он говорил, что небо раскололось надвое, и вся северная его часть была охвачена огнем. Другой свидетель, Чучанча, Эвенк, находился гораздо ближе к эпицентру. Он рассказывал, что земля закачалась, жара стала невыносимой, а деревья вокруг стали падать. Его чум загорелся, а олени в панике разбежались. Он потерял сознание от ужаса и пришел в себя только спустя несколько часов. По всей округе на десятки километров был слышен грохот падающих деревьев. Тайга буквально полегла, как скошенная трава. Животные в панике метались по лесу. Те, кто оказался слишком близко к эпицентру, были убиты мгновенно ударной волной или погибли в пожарах, которые вспыхнули по всей округе. Следующие несколько ночей после катастрофы были необычайно светлыми. В Европе и Западной Сибири наблюдались настолько яркие сумерки, что в полночь можно было читать газету без искусственного освещения. В Лондоне люди могли фотографировать улицы в полночь без вспышки. Это явление продолжалось несколько дней и постепенно сошло на нет. Теперь давайте поговорим о том, почему это событие так долго оставалось практически неизвестным широкой общественности и почему научное сообщество не сразу занялось его изучением. Дело в том, что Подкаменная Тунгуска – это одно из самых отдаленных и труднодоступных мест на планете. Тайга, болото, отсутствие дорог, суровый климат. Ближайший более или менее крупный населенный пункт, Вановара, находился в 60 километрах от предполагаемого места падения. В 1908 году Российская империя переживала непростые времена.
Только недавно закончилась русско-японская война, произошла революция 1905 года. Власти были заняты внутренними проблемами. Сообщения о каком-то взрыве в далекой Сибири не вызвали особого интереса у столичных чиновников. Более того, информация о происшествии была крайне скудной. Телеграф до этих мест не доходил. Местные жители в основном были неграмотными эвенками-кочевниками. Они, конечно, рассказывали о том, что произошло, но их истории воспринимались как суеверия и легенды. Несколько сообщений о необычном явлении все же просочились в газеты. Иркутская газета опубликовала короткую заметку о том, что жители слышали громкие раскаты и видели что-то необычное в небе. Но это был всего лишь небольшой материал на одной из внутренних страниц. Научное сообщество тоже не сразу обратило внимание на происшествие. Астрономы и метеорологи отметили необычные свечения неба в последующие ночи, но связать это с каким-то конкретным событием в Сибири никто не догадался. А потом началась Первая мировая война. Революция 17 года. Гражданская война. Стране было явно не до изучения каких-то странных взрывов в тайге. Выживание стало главным приоритетом. Только в середине 20-х годов ситуация немного стабилизировалась, и советские ученые смогли обратить внимание на это загадочное событие. Но и здесь начались проблемы. Советская власть с самого начала была параноидально скрытной. Любая информация, которая могла представлять хоть какой-то интерес, засекречивалась. А тунгусский феномен представлял огромный интерес. Если это был метеорит, то где его фрагменты? Могут ли они содержать какие-то ценные металлы или минералы? А что, если это было что-то еще? Кроме того, район Подкаменной Тунгуски находился в стратегически важном регионе. Сибирь была местом ссылки, лагерей, секретных объектов. Любая экспедиция в этот район требовала специальных разрешений. Первым ученым, который всерьез заинтересовался тунгусским феноменом, был Леонид Алексеевич Кулик, минералог, исследователь метеоритов. Это был человек удивительной судьбы и несгибаемой воли. Кулик услышал о загадочном взрыве в начале 20-х годов. Он изучил все доступные материалы, опросил свидетелей, которых смог найти, и пришел к выводу, что в Сибири упал крупнейший метеорит в истории человечества. Для Кулика это стало делом жизни. Он понимал, что изучение этого метеорита может дать науке бесценную информацию о космосе, о составе небесных тел, о процессах, происходящих при входе космических объектов в атмосферу Земли. В 1921 году Кулик попытался организовать экспедицию, но получил отказ. Денег не было. Власти не считали это приоритетом. Но Кулик не сдавался. Он писал письма, выступал на конференциях, убеждал руководство Академии наук в необходимости исследования. Наконец, в 1927 году, почти через 19 лет после катастрофы, была организована первая научная экспедиция к месту падения Тунгусского метеорита. Возглавил ее, конечно же, Леонид Кулик. Путь к месту катастрофы был невероятно трудным. Сначала поездом до Иркутска, затем на лошадях через тайгу. Весенняя распутица, комары, холод, отсутствие дорог. Многие члены экспедиции хотели повернуть назад, но Кулик был непреклонен. Когда они наконец добрались до места, перед ними открылась ужасающая картина. Лес был повален на площади более 2000 квадратных километров. Деревья лежали стволами от центра, как спицы гигантского колеса. В самом центре стояли обугленные стволы деревьев, лишенные ветвей, так называемый телеграфный лес. Кулик был потрясен. Масштабы разрушений превосходили все его ожидания. Он начал систематическое исследование местности, делал фотографии, брал образцы почвы, опрашивал местных жителей. Но его ждало разочарование. Он не нашел кратера. Не нашел никаких фрагментов метеорита. Не было того, что должно было быть при падении космического тела такого размера.
Кулик предположил, что метеорит мог разрушиться в воздухе или что кратер находится под болотом в центре района поражения. Он организовал буровые работы, осушение болот, но все безрезультатно. Экспедиция вернулась в Москву без вещественных доказательств метеоритного происхождения катастрофы, но с огромным количеством данных о самом явлении. Кулик представил отчет, в котором описал масштабы разрушений, характер повала леса, показания свидетелей. Но его работа только началась. Кулик организовал еще несколько экспедиций в последующие годы. Он картографировал район, продолжал поиски фрагментов, исследовал воронки, которые принимал за метеоритные кратеры. По мере накопления данных стало ясно, что тунгусский феномен не укладывается в простую схему падения метеорита. Ученые начали выдвигать различные гипотезы. Сам Кулик до конца жизни был уверен в метеоритной природе взрыва. Он считал, что огромный железный метеорит вошел в атмосферу, раскололся на части, и эти части рассеялись по большой площади или погрузились глубоко в землю. Но были и другие мнения. В 30-е годы появилась гипотеза о том, что это была не метеорит, а комета. Комета состоит в основном изо льда и замерзших газов. При входе в атмосферу она могла полностью испариться, не оставив никаких следов. Это объясняло отсутствие кратера и фрагментов. Эту гипотезу поддержал известный астроном Фрэнсис Уиппл. Он рассчитал, что ядро небольшой кометы, взорвавшись в атмосфере на высоте 50 километров, могло бы дать именно такой эффект. Кометная гипотеза объясняла многие особенности тунгусского феномена. Яркие свечения неба в последующие ночи могли быть вызваны тем, что водяной пар и пыль от кометы распространились в верхних слоях атмосферы. Отсутствие кратера тоже становилось понятным. Но были и проблемы с этой гипотезой. Наблюдения свидетелей говорили о том, что объект двигался довольно полого, почти горизонтально. Для кометы это нетипично. Кроме того, баллистические расчеты показывали, что для создания наблюдаемых разрушений объект должен был взорваться на высоте около 8 километров, что тоже не очень характерно для кометы. В 40-е годы появились и более экзотические гипотезы. Некоторые ученые предположили, что это мог быть вулканический взрыв или выброс природного газа из недр Земли. Но геологические исследования не подтвердили наличие вулканической активности в этом районе. Была даже гипотеза о том, что это был взрыв огромного метеорного роя, множество небольших метеоритов, вошедших в атмосферу почти одновременно. Но и эта теория не нашла подтверждения. А потом началась Вторая мировая война, и исследования были прерваны. Кулик ушел на фронт добровольцем, попал в плен и погиб в лагере для военнопленных в 1942 году. Человек, который посвятил жизнь изучению тунгусского метеорита, не дожил до разгадки тайны. После войны исследования возобновились, но теперь у ученых появился новый контекст для понимания произошедшего. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки показали, как выглядят последствия мощного воздушного взрыва. И тут обнаружилось поразительное сходство. Характер разрушений в Хиросиме и на месте Тунгусского взрыва был очень похож. Радиальный повал деревьев или зданий от центра. Ожоги и пожары. Световая вспышка. Ударная волна. Это навело ученых на мысль, что Тунгусский взрыв тоже произошел в воздухе, а не при ударе о землю. Расчеты показали, что эпицентр взрыва находился на высоте около 7-8 километров над поверхностью Земли. В конце 40-х, начале 50-х годов к исследованиям подключились новые ученые. Был создан комитет по метеоритам при Академии наук СССР. Организовывались новые экспедиции, применялись новые методы исследования. Ученые исследовали годичные кольца деревьев, переживших катастрофу. Оказалось, что после 1908 года деревья стали расти заметно быстрее. Это могло быть связано с тем,
что многие деревья были повалены, и выжившие получили больше света и питательных веществ. Проводились магнитные исследования почвы. В слоях, соответствующих 1908 году, были обнаружены микроскопические шарики, которые могли быть остатками космического вещества. Их состав изучался в лабораториях. Но самое интересное началось, когда к исследованиям подключились физики-ядерщики. В 50-е годы в СССР активно велись работы по созданию ядерного оружия. И у физиков возник вопрос, а не мог ли Тунгусский взрыв быть ядерным? Конечно, речь не шла о бомбе. В 1908 году не было ядерного оружия. Но что, если это был природный ядерный взрыв? Или что-то связанное с распадом антиматерии? Ученые начали искать радиоактивность на месте катастрофы. И действительно, некоторое превышение фона было обнаружено, но оно было незначительным и могло объясняться другими причинами. Ядерная гипотеза не получила подтверждения. Теперь давайте поговорим о том, почему так много материалов об исследованиях Тунгусского феномена было засекречено в советское время. Во-первых, это была общая атмосфера секретности, характерная для СССР, особенно в эпоху Холодной войны. Любая информация, которая могла иметь хоть какое-то стратегическое значение, автоматически засекречивалась. Тунгусский феномен представлял интерес с военной точки зрения. Если это был космический объект, то изучение его воздействия на земную поверхность могло дать информацию о том, как защищаться от метеоритной угрозы. Или наоборот, как использовать такие объекты в качестве оружия. Во-вторых, район Подкаменной Тунгуски находился недалеко от секретных объектов. В Сибири располагались военные базы, места добычи стратегического сырья, лагеря ГУЛАГа. Любая экспедиция в этот район могла случайно наткнуться на что-то, что не должно было быть известно общественности. В-третьих, в 50-60-е годы СССР активно работал над космической программой. Изучение Тунгусского феномена было частью более широких исследований по космонавтике. И многие из этих исследований были секретными. Например, изучение влияния космической радиации, исследование микрометеоритов. Разработка защиты космических аппаратов от столкновений с космическим мусором. Все это было связано с военными и космическими программами и автоматически засекречивалось. В-четвертых, были и политические причины. В 60-е годы на Западе начали появляться публикации о Тунгусском феномене. Некоторые из них содержали довольно фантастические теории. Советские власти не хотели, чтобы эти теории получали подтверждение или опровержение из официальных источников, поэтому предпочитали молчать. Многие документы экспедиции Кулика, фотографии, образцы были засекречены и хранились в закрытых архивах. Ученые, работавшие над проблемой, не могли свободно публиковать свои результаты без специального разрешения. Даже когда в 70-е и 80-е годы ситуация немного либерализовалась и появились научно-популярные публикации о Тунгусском метеорите, многие детали все еще оставались закрытыми. После распада СССР в начале 90-х годов многие архивы были рассекречены. Ученые получили доступ к материалам, которые раньше были недоступны. Это дало новый импульс исследованиям. Современные технологии позволили по-новому взглянуть на Тунгусский феномен. Компьютерное моделирование, спутниковая съемка, новые методы анализа образцов – все это открыло новые возможности. Ученые создали детальные трехмерные модели взрыва. Они учитывали траекторию полета объекта, угол входа в атмосферу, высоту взрыва, состав объекта. Это позволило уточнить многие параметры катастрофы. Современные оценки говорят, что энергия взрыва составляла от 15 до 30 мегатонн. Это примерно в 1000 раз мощнее Хиросимы. Объект, вызвавший взрыв, имел диаметр от 50 до 100 метров и массу около 1 миллиона тонн. Наиболее вероятная гипотеза сейчас – это астероид или комета, взорвавшиеся в воздухе.
Объект вошел в атмосферу под небольшим углом, двигаясь с востока-юго-востока на запад-северо-запад. На высоте примерно 8 километров произошел взрыв, вызванный нагревом и механическими напряжениями. Отсутствие кратера объясняется тем, что большая часть энергии была выделена в воздухе. Отсутствие крупных фрагментов – тем, что объект полностью разрушился и испарился при взрыве. Мелкие фрагменты рассеялись на большой площади и смешались с почвой. Исследования микрочастиц в слоях торфа и льда, соответствующих 1908 году, показали наличие материала космического происхождения. Его химический состав схож с составом углистых хондритов, класса метеоритов, богатых водой и органическими соединениями. Это подтверждает гипотезу о том, что Тунгусский объект был кометой или астероидом кометного типа, то есть содержал значительное количество льда и летучих веществ. Интересно, что современные исследования также показали, что события, подобные Тунгусскому, происходят на Земле чаще, чем думали раньше. Просто большинство из них происходит над океанами или в безлюдных местах и остается незамеченными. Например, в 2013 году метеорит взорвался над Челябинском в России. Этот взрыв был гораздо меньше Тунгусского, около 500 килотонн, но он произошел над населенным районом и был зафиксирован множеством видеокамер. Изучение Челябинского метеорита дало ученым много новой информации о том, как ведут себя космические объекты при входе в атмосферу. Несмотря на то, что научное сообщество в основном пришло к консенсусу относительно природы Тунгусского феномена, существует множество альтернативных теорий. Некоторые из них интересны с научной точки зрения, другие относятся скорее к области фантастики. Одна из самых известных альтернативных гипотез – это гипотеза об антиматерии. Ее выдвинули в 60-е годы. Суть в том, что Тунгусский объект мог быть не обычным метеоритом, а куском антиматерии, вещества, состоящего из античастиц. При контакте материи и антиматерии происходит аннигиляция, полное превращение массы в энергию. Этот процесс дает гораздо больше энергии, чем любые химические или даже ядерные реакции. Теоретически небольшой кусок антиматерии мог бы вызвать взрыв огромной мощности, не оставив никаких следов. Но эта гипотеза имеет серьезные проблемы. Во-первых, антиматерия во Вселенной крайне редка. Во-вторых, антиматерия начала бы аннигилировать, как только вошла в контакт с атмосферой, и процесс разрушения начался бы гораздо выше. В-третьих, при аннигиляции должны были бы образоваться специфические продукты, которые не были обнаружены. Другая интересная гипотеза связана с так называемыми черными дырами. Некоторые физики предположили, что через Землю мог пройти микроскопический объект с огромной плотностью – мини-черная дыра. Она могла возникнуть в ранней Вселенной и путешествовать в космосе. При прохождении через атмосферу такой объект вызвал бы ударную волну и нагрев воздуха, что могло привести к взрыву. А затем он просто прошел бы сквозь Землю и вылетел с другой стороны. Но и эта теория не нашла подтверждения. Расчеты показывают, что для создания наблюдаемых эффектов мини-черная дыра должна была бы иметь совершенно фантастические параметры. К тому же, не было зарегистрировано выхода объекта с другой стороны Земли. Существует и гипотеза о земном происхождении взрыва. Некоторые исследователи предполагали, что это могло быть извержение вулкана, выброс газа из недр, взрыв природного газового месторождения. Но геологические исследования не подтверждают наличие таких структур в районе катастрофы. А теперь давайте поговорим о самой популярной альтернативной теории, о связи Тунгусского феномена с НЛО и инопланетянами. Эта гипотеза появилась в 50-е годы на волне интереса к летающим тарелкам. Согласно этой версии, над Сибирью потерпел крушение инопланетный космический корабль. Взрыв был вызван детонацией его энергетической установки или ядерных двигателей. Сторонники этой гипотезы
указывают на необычные особенности катастрофы: отсутствие кратера и фрагментов, странная траектория полета объекта, показания свидетелей о том, что объект менял направление движения. Некоторые даже утверждают, что видели странные металлические обломки в районе катастрофы, или что местные жители рассказывали о находках необычных предметов. Конечно, никаких вещественных доказательств этому нет. Существует более экзотический вариант этой теории. Согласно ему, инопланетный корабль не потерпел крушения, а наоборот, предотвратил катастрофу. Якобы к Земле приближался опасный астероид, и инопланетяне сознательно взорвали его над безлюдной тайгой, спасая человечество. Конечно, с научной точки зрения эти теории несостоятельны. Нет никаких доказательств присутствия инопланетной технологии. Все наблюдаемые эффекты прекрасно объясняются естественными причинами. Но эти теории показывают, насколько Тунгусский феномен захватил общественное воображение. Это событие стало частью массовой культуры, вдохновило множество книг, фильмов, игр. Вы можете спросить, почему Тунгусский феномен до сих пор вызывает такой интерес? Ведь прошло больше 100 лет, событие изучено, основные вопросы получили ответы. Почему это все еще важно? Во-первых, Тунгусская катастрофа – это напоминание о том, что космическая угроза реальна. Астероиды и кометы действительно падают на Землю. И хотя крупные катастрофы происходят редко, они возможны. Если бы Тунгусский объект упал не в безлюдной тайге, а над крупным городом, последствия были бы катастрофическими. Миллионы жертв, разрушенная инфраструктура, экономический коллапс. Современное человечество осознало эту угрозу. Создаются системы обнаружения опасных астероидов. Разрабатываются технологии их отклонения. Проводятся международные учения по реагированию на астероидную угрозу. И Тунгусский феномен служит главным примером того, что может произойти. Это не теория, не гипотетический сценарий. Это реальное событие, которое произошло на нашей планете. Во-вторых, изучение Тунгусского феномена дает нам информацию о составе и строении малых тел Солнечной системы. Астероиды и кометы — это остатки формирования планет. Они содержат информацию о ранней истории Солнечной системы. Понимание того, из чего состоят эти объекты, как они ведут себя при входе в атмосферу, помогает нам лучше понять историю нашей планеты и всей Солнечной системы. В-третьих, Тунгусская катастрофа — это уникальная научная лаборатория. Нигде больше мы не можем изучить последствия такого мощного взрыва в природных условиях. Это позволяет проверять и уточнять наши теории и модели. Например, изучение того, как восстанавливалась экосистема после катастрофы, дает нам информацию о устойчивости природы, о процессах естественного восстановления. Это важно для понимания экологии и для разработки методов восстановления поврежденных экосистем. В-четвертых, история изучения Тунгусского феномена – это история науки XX века. Это история человеческой настойчивости, любознательности, стремления к истине. Леонид Кулик посвятил свою жизнь разгадке этой тайны. Он преодолевал огромные трудности, боролся с бюрократией, рисковал здоровьем и жизнью. И хотя он не дожил до окончательного решения загадки, его работа заложила основу для всех последующих исследований. История Тунгусского феномена также показывает, как политика влияет на науку. Засекречивание материалов, ограничения на публикации, идеологическое давление – все это мешало научному прогрессу. Но в то же время история показывает, что наука в конечном счете побеждает. Истина все равно становится известна, несмотря на все препятствия. Что же мы можем извлечь из истории Тунгусского феномена? Какие уроки она нам дает? Первый урок – это важность сохранения информации. Если бы первая экспедиция была организована сразу после катастрофы, мы бы имели гораздо больше данных. Многие свидетели к моменту прибытия Кулика уже умерли. Следы на местности были частично уничтожены пожарами и временем.
Когда происходит необычное событие, важно сразу же начать его документирование. Собирать показания свидетелей, делать фотографии, брать образцы. Время работает против исследователей. Второй урок – это необходимость международного сотрудничества в науке. Тунгусский феномен интересен не только для России, но и для всего человечества. Совместные исследования, обмен данными, объединение ресурсов – все это ускоряет научный прогресс. К сожалению, холодная война и политические разногласия затрудняли такое сотрудничество. Многие западные ученые не могли получить доступ к советским материалам, а советские ученые не могли свободно общаться с зарубежными коллегами. Третий урок – это необходимость открытости науки. Засекречивание научных данных, ограничения на публикации вредят не только науке, но и обществу в целом. Наука должна быть открытой и доступной. Конечно, есть случаи, когда секретность оправдана, например, когда речь идет о технологиях двойного назначения, которые могут быть использованы для создания оружия. Но фундаментальные научные знания должны быть доступны всем. Четвертый урок – это важность критического мышления. Тунгусский феномен породил множество теорий, от вполне научных до совершенно фантастических. Важно уметь отличать одно от другого. Научная теория должна основываться на фактах, быть проверяемой, делать конкретные предсказания. Она должна быть готова измениться, если появятся новые данные. Псевдонаучные теории обычно не отвечают этим критериям. Но это не значит, что нужно отвергать все необычные идеи. История науки полна примеров, когда идеи, казавшиеся безумными, оказывались верными. Важен баланс между скептицизмом и открытостью новому. Пятый урок – это понимание нашей уязвимости. Тунгусская катастрофа показала, что человечество не застраховано от космических угроз. Мы живем в динамичной Вселенной, где постоянно что-то происходит. Астероиды, кометы, солнечные вспышки, космическое излучение – все это реальные угрозы. И хотя вероятность катастрофического события в любой конкретный момент невелика, на больших промежутках времени такие события неизбежны. Человечество должно быть готово к таким угрозам. Мы должны развивать технологии обнаружения опасных объектов, разрабатывать методы защиты, создавать международные системы реагирования. Шестой урок – это важность изучения истории. Тунгусский феномен – это часть нашей истории. Изучая его, мы лучше понимаем наше прошлое, а значит, можем лучше планировать будущее. История полна примеров катастроф, вызванных космическими объектами. Считается, что именно падение астероида привело к вымиранию динозавров 65 миллионов лет назад. Возможно, другие массовые вымирания тоже были связаны с космическими катастрофами. Изучая эти события, мы понимаем, как развивалась жизнь на Земле, какие факторы влияли на эволюцию, какие угрозы существуют. Итак, мы подошли к концу нашего рассказа о Тунгусском феномене. Что же в итоге? Была ли тайна? Было ли сокрытие? Да, определенная секретность действительно имела место. Материалы экспедиций были засекречены. Публикации ограничивались. Доступ к району был затруднен. Но было ли это сознательным сокрытием истины или просто следствием общей атмосферы секретности в СССР? Скорее всего, второе. Не было какого-то глобального заговора по сокрытию правды о Тунгусском метеорите. Просто советская система автоматически засекречивала любую информацию, которая могла иметь хоть какое-то стратегическое значение. Более того, изначально информацию о событии просто некому было собирать и обрабатывать. Российская империя в 1908 году, а затем Советский Союз в период войн и революций были заняты более насущными проблемами. Когда исследования наконец начались, они велись вполне серьезно. Ученые делали свою работу добросовестно, несмотря на все ограничения. И в конечном счете истина стала известна. Сегодня мы знаем, что Тунгусский взрыв был вызван космическим объектом, скорее всего, кометой или астероидом кометного типа.
Этот объект взорвался в воздухе на высоте около 8 километров, выделив энергию в десятки мегатонн. Это было самое мощное зафиксированное столкновение Земли с космическим объектом в современной истории. И нам повезло, что оно произошло в безлюдном районе. Если бы то же самое случилось над городом, последствия были бы чудовищными. Тунгусский феномен остается важным объектом изучения. Каждый год туда отправляются экспедиции. Проводятся новые исследования. Применяются новые технологии. И каждый раз ученые узнают что-то новое. Этот случай также стал важной частью культуры. Он вдохновил сотни произведений искусства, от серьезной научной фантастики до развлекательных фильмов. Он стал символом загадочности космоса и нашей малости перед лицом Вселенной. Но главное, тунгусский феномен научил нас тому, что космос не так далек и безопасен, как может показаться. Мы живем в активной, динамичной Вселенной. И события, происходящие в космосе, могут напрямую влиять на нашу жизнь. Человечество только начинает осознавать масштаб космических угроз и возможностей. Мы только учимся защищать себя от астероидов, использовать ресурсы космоса, путешествовать между планетами. И Тунгусская катастрофа — это напоминание о том, почему все это важно. Это не просто научный интерес или романтика освоения космоса. Это вопрос выживания нашей цивилизации. В будущем, возможно, мы научимся предотвращать такие катастрофы. Мы сможем обнаруживать опасные объекты заранее и отклонять их. Мы сможем защитить нашу планету от космических угроз. Но пока мы учимся. И Тунгусский феномен — один из наших главных учителей. Он показывает нам, что может произойти. Он дает нам данные для разработки систем защиты. Он напоминает нам о нашей ответственности перед будущими поколениями. Спасибо, что были с нами в этом путешествии в историю одной из величайших загадок XX века. Надеюсь, вы узнали что-то новое и интересное. Помните, истина всегда где-то рядом, нужно только уметь ее искать и не бояться задавать вопросы. До новых встреч!